Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сызранский НПЗ поражен украинскими беспилотниками. В Рязанской области уничтожен пороховой цех завода «Эластик», а в порту Оля произошло отрицательное всплытие сухогруза, который перевозил компоненты к иранским шахедам. Но все эти новости не имеют особого значения, потому что все наше внимание сейчас приковано к Аляске, где проходит встреча двух мировых лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Как нам стало известно, наши корреспонденты тоже прилетели на этот саммит, чтобы освещать данное историческое событие. И у нас на прямой связи наш собственный корреспондент Герман Лупоглазов, который в данный момент находится уже там. Здравствуйте, Герман! Вы что, совсем опупели, америкашки? Вы куда нас поселили? Это что за раскладушка вообще? Я на такое и дома могу поспать. В смысле, для нас отели не предусмотрены? Герман, вы в эфире! Да-да, здравствуйте, студия. Я сейчас нахожусь в самом гостеприимном месте Аляски, в Анкоридже. Встретили нас здесь достойно, можно сказать, с уважением. Что характерно, нас долго умоляли поселиться в люксовых 5-звездочных отелях, но, как вы знаете, мы русские люди скромные, поэтому попросили условия попроще. И все же нас тут настолько рады видеть, что специально для всей нашей журналистной делегации, вы не поверите, выделили целый стадион. Я правильно понимаю, вас тупо разместили на стадионе? Это только на первый взгляд, а на самом деле это полноценный импровизированный многозвездочный отель с комфортабельными условиями. Сейчас, секунду. Ушлепок, куда ты прешься? Я за ним очередь туалет занимал, поэтому после меня в ближайшие полчаса туда лучше вообще не заходить, понял? Извините, бытовые вопросы. Да, так что я говорил? Вы рассказывали о том, что у вас там комфортабельные условия. Условия, можно сказать, идеальные. Мне достался лучший номер со всеми удобствами. Вы только посмотрите на эти шикарные апартаменты. Великолепное дизайнерское решение. Вместо банальных, скучных стен повсюду натянуты элегантные хлопчатобумажные шторки, которые не только служат перегородками между номерами, но еще и своим черным цветом создают яркое позитивное настроение. Сейчас, секунду. Кабан, алло! Да-да, Жиробас, я к тебе обращаюсь. Я сейчас в душ иду. Ты что, не видишь, я там шлепанцы свои поставил. Вот за ними и стой в очереди, ушлепанец. Извините, снова небольшие накладки. Напомните, о чем я рассказывал. Вы говорили про элегантные шторки черного цвета. Да, как нам сообщили, изначально здесь висели шторки красного цвета, но в последний момент их заменили, чтобы пошить красную дорожку, которую планируют расстелить, чтобы по ней мог торжественно пройти наш президент, придурок! Я говорю, отошел быстро от душа, ты меня плохо понял? Герман, можно как-то воздержаться от характеристик нашего президента? Ой, простите, это просто маленькое недоразумение. Герман, я ж просил не говорить в таком ключе о нашем президенте. Да нет же, я про инцидент, который возник в нашем комфортабельном отеле. Дело в том, что у нас тут образовалась километровая очередь в душ, а я просто до этого был в длительной командировке в Донецке. Это сейчас, можно сказать, город мечты, причем одной мечты поскорее куда-то уехать, чтобы наконец-то принять душ. И вот я на Аляске. Здесь, конечно, не так красиво и атмосферно, как в ДНР, но зато тут всегда есть вода. Понятно. Скажите, удалось ли вам отдохнуть после длительного перелета? Естественно! И для этого в каждом фешенебельном номере, посмотрите, установлена мобильная система горизонтального отдыха, другими словами, роскошное койко-место с ортопедическим названием. К слову, данная инновационная конструкция также может быть использована в качестве переносных носилок для людей, случайно потерявших сознание. А у вас там что, кто-то потерял сознание? Пока нет, но скоро потеряет, если не отойдет от душа! Ты меня слышишь, жердяй? Герман, не отвлекайтесь.
хотел у вас еще спросить. Морда Брита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что на борту авиалайнера вас кормили котлетами по-киевски. Это правда? Это действительно так, но мы, как истинные патриоты, даже не прикоснулись к этим ненавистным котлетам, которые напрямую связаны с киевским режимом. Мы не стали их есть, хотя, по правде говоря, и были очень голодными. Ну что ж, спасибо, Герман, это был наш корреспондент. Жиропотам, а ну отошел быстро от моего судочка с едой! Я кому сказал, блин? Там мои 3 котлеты по-киевски! Не дай бог ты хоть одну схомячишь, я тебе такое устрою, тебя потом этой черной шторкой накроют! Ты меня понял или нет? Ну что ж, это все новости на сегодня. Надеюсь, американский лидер встретит нашего президента с таким же гостеприимством, с каким организаторы этого саммита встретили наших журналистов.